Получает G. Парни, все. Я с этого кратера просто вылетаю. Ладно, я пропишу хаб. Хорошо, парни, PvP сейс будет. Бля. Unlock. Так, ребят, ну еще раз всем привет. Сегодня вы просто офигеете. Зенит выпустил настоящий рабочий флай на холике. Ну, я не знаю, но античит холика уже просто туда-сюда во все щели. Просто давайте сейчас на РТП отправимся сразу. Мне уже не терпится вам его показать. Давайте просто вот так вот свапаем. Я взял специальные элитры, то есть вам нужны только элитры. Фейерверки вам не нужны, ничего вам не надо. И вот, давайте сейчас даже забинжу, наверное, на какой-нибудь G. Включаем. Все. И в КТ это тоже работает. То есть мы взлетаем, нам не дает там, допустим, мышкой двигать. Мы вот так вот поднимаемся вверх, вырубаем и летим дальше на элитре. Это работает даже в ПВП. Это просто работает в ПВП, парни. Лив, ну все, это типа 100% лив с ПВП. Ну, я даже не знаю, что сказать, честно. Это такая имба. Настолько имбовых функций я не видел уже давным-давно. И типа, блин, это вообще, это что-то такое, а что даже нельзя описать словами. Ну, давай сейчас, в принципе, что это... Главное, это юзать в КТ, получается. Получается, на обычном взлете, ну, допустим, вы куда-то летите, лучше юзать фееры. Но в КТ, парни, фееры не юзаются, а когда вы можете подняться в высоту и просто ливнуть от типа любого, софтер, не софтер, да вообще плевать, кто он. Это, ну... Вот, допустим, флай на нурике пофиксили. Что это за стрела была? Короче, допустим, флай на нурике пофиксили, получается. Там на нурике был, еще на каких-то читах. Короче, знаете, когда вы так на элитре вверх поднимались, вы можете типа вот так вверх подниматься, бесконечно лететь, короче. Это пофиксили, но когда Зенит выпустил свой флай, которого нет еще ни в одном чите, поэтому, кстати, да. Также, парни, пока я вот как раз подлетел к замку, напоминаю, что вы можете купить Зенит клиент по ссылочке в описании или по QR-коду, который вы видите сейчас у себя на экране. Обязательно советую, потому что, ну блин, ну флай, и вот такие обновы у них очень часто, там есть спойлеры. На данном ХВХ сервере ты сможешь получить ключи на Вексайт, Дельту, Нурсултан и Котлован клиент, просто играя на сервере. По заходу на проект Cloud HVH ты уже можешь забрать моментальные награды, прописав слэш фри. Отыграв 72 часа, забрать первый чит на месяц. Самый последний сочный приз — это Нурсултан Альфа навсегда. А также администрация регулярно сливает ключи на сервере или в телеграм-канале с раздачами. Cloud HVH платит за топы на проекте. Так, первое место по балансу в этом вайпе получит 5000 рублей, и другие участники топов получат свои сочные призы. Не томи, прямо сейчас подключайся на сервер по IP на экране и в описании. Небольшой же в менюшке есть автосбор инвентаря. Автосбор инвентаря на холике — это что-то с чем-то. Я думаю, с того можно будет заработать даже деньги настоящие. Ну и давайте тогда РКТ, получается, на третий соло-анг перейдем. РТП. Блин, еще раз хочу на флай. Офигеть. Это просто... Какая-то ёбнутая имба. Так, 600 блоков у нас. Ну, 600 блоков нормально. Кстати, вайп скоро, скорее всего, на холике, потому что я что-то закинул 60 коинов, а инвентарь... А у меня еще осталось, короче, я собрал фуловый вот такой вот инвентарь, по оверценам, кстати, и еще осталось, получается, 60 миллионов. Так, вот у нас, я вижу топера. Давайте сейчас наверх, свапаем на нагрудник, хаваем чарку, пьем победилку и хабаемся, получается. Получается, теперь у нас соло третий, и там внизу нас ждет типочек сочный. Выдаем вот такой крит и начинаем его просто прожимать. Все, вообще налегке прожимаем. Уже тотем дали. У него перка еще 7 секунд будет лететь, он-то не знает. Еще сейчас тотем будет, да? Нет, не будет. Не будет, он перку выкинул. Все, он в воду погнал. Ну давайте свапаем на скорости, летим за ним, получается. Почему бы и нет? Тотем, может, тип потерял. Я не хочу в воде бахаться, все, не хочу. Не, я лучше ливну с воды. Пусть на сушу выходит. Там попехаемся. Выйдет на сушу, не выйдет, плевать, в принципе. Хотя он тут, блин, всего один. Еще и, блин, этот в этой воде. Весь замок в воде, получается. И очень сложно будет... Ну, просто бессмысленно флай юзать, типа. Ну, нет, типок спокойно проигрывает, потому что, ну, как бы Зенит лучший софт. Еще один тотем он теряет. Меня снова свапнуло. Еще один тотем он теряет. Ну, вообще легко, мы просто сейчас съедим гепл, все. Как бы готово. Ну, а теперь за ним плывем. Он уже отхилился и готов снова хвхашиться со мной. Он тоже, кстати, софтер вроде бы. Кстати, в воде я проигрываю довольно-таки неплохо. А мы чарку схаваем. Дебил. Он тоже, кстати, хавает вот чарку, да? Нет, он стрелялку пьет. Ну, кстати, я мог тоже просто из стрелялку выпить, ну ладно. Давайте, может, в яму какую-то его заманим. Вот, хороший кратер. Мы с него еще на флай можем вылететь потом. Если что. Че, прыгнет? Не, все, не прыгнет. Давайте попробуем в КТ. А ну. Получает G. Парни, все.
Я с этого кратера просто вылетаю. Просто вылетаю и могу спокойно сейчас, получается, сейчас еще повыше взлетим, я G прожму и просто улетим. Какая же это имба. Все, G, и мы вылетели. Ё-моё, Зенит, что вы творите? Парни, советую покупать, на серьезно, вы видели, что это? Ну, это какая-то слишком имба. И 3 тотемчика потерял и ливнул. Ну ладно, ничего, в принципе, бывает. Ну, кстати, что я могу еще посоветовать? Особо этим флаем, конечно, можно, да, пару раз вызануть, но лучше особо не злоупотреблять, потому что вас могут забанить. Все-таки какие-то, скорее всего, логи у модераторов есть, и, ну, я не знаю, как это работает, честно, я ничего говорить особо не буду. Но, я думаю, да. Вот, кстати, у нас еще типочек, это тот же типочек. Да, это тот же. Давай, сюда. Давайте на сушу с ним. Вот такую перочку. И получается, где у нас? Вот он. Ну все, он только водяной. Он только в воде. Давайте, наверное, сейчас РКТ-4 сделаем. Подождите, а PvP сейв, получается, функция, которая не позволяет... А ну, блин, проверить, не? Ладно, не буду. На меня тип налетел. Не хочу проверять в КТ, хабаться. Ну, типочек, кстати, налетел и пропал. Ладно, я пропишу хаб. Хорошо, парни, PvP сейв будет. Бля, анлак. Что-то... А как PvP сейв работает? Я читал в девлоге и что-то не понял немножечко. Так, ну что, парни, собрал, короче, новый инвентарь. Больше мы не хабаемся во время PvP. Давайте, получается, РКТ-3. РКТ. Все, мы здесь резаемся. И тут 600 блоков до замка. А ну давайте, надо шелитру одеть. Я тупой. Я хотел на новом флае взлететь. Ну ладно, полетим на феерах. Блин, ну не, новый флай это что-то с чем-то, парни. Это какая-то бешеная имба. Ну я сейчас хочу, вот, надеюсь, тут на третьем... А, нет, тут на третьем ненормальный замок. Давайте на РКТ-4. Попробуем тут посмотреть, есть ли кто-то на замке. 2000 блоков, ага. Побольше, побольше можно? Почему отменено движение? Я ж не двигался. Давайте РКТ... Нет, ну тут больше нет анархии. Холик мертв. 36 человек. Пик дня. Сколько сейчас время? 15:46. Пик дня, Холик мертв. Что за ужас? Да, конечно, Холик дает. Так, сколько до замка? 200 блоков. Холик дает. Холик дает. Так, вот тут, допустим, мне лень сейчас на ферах улетать. Сюда я вот так делаю. Идеальный флай. Просто как же это имбово. Боже, я не могу. Так. На 4-м есть кто-то? Ну нет, конечно же, Холик же мертв. На нормальных замках типа не поехать, типа поехать только там, где тонна воды. Там, где можно уплыть. В принципе, все по дефолту. Ладно, 300 блоков на тут. Давайте тогда тут будем. Так, все, прилетаем. И здесь есть топер. А, походу, даже на 3-м нет топера, да? Да. Ну, давайте тогда на 1-й. Теория бана на 1-м Салалайте. На него даже зайти нельзя, он заполнен. Ну, все просто на 1-м играют, и все. Ну, не, я зашел. Замок 1300 блоков. Ага, больше нельзя. РТП, давайте сейчас. Ну, почему отменена, я не пойму. Все, короче, летим на 1300 блоков. Тут есть младший сотрудник, есть стажер. Чувствую, конечно. Пару раз я изану флай, и мне будет плохо. Ну, ладно. Думаю, не будет. Повезет. Так, 800 блоков. Пока летим потихоньку. Тут метеорит. Кому надо корду, вроде не рейженый. Засветил вам координаты метеорита не рейженого. Советую зарейдить. Это вроде бы 3-й или даже 4-й уровень. Это круто. Это очень дорого. Там много денег. Так, ну у нас 200 блоков. Прилетели, первый соло-лайт. Первый соло-лайт есть, конечно же, топер, неужели? Хоть где-то один какой-то коллега нашелся на 1-м соло-лайте. Да раньше, если бы ты пришел на 1-й соло-лайт, тебя бы тут сразу еще на элитре человек 20 начал убить. А сейчас уже все. РКТ давайте. Так, зашли. Найс. 2 топера. Кстати, парни, хотел вам показать еще одно применение этого флая. Смотрите, вы, допустим, вот вливаете, да, типочка, вот убегаете, включаете флай, взлетаете на нужную вам высоту, ну и чтобы не лететь бесконечно, прикинь, 30 секунд лететь вверх, вы просто делаете вот так. То есть вы вырубаете флай, ставите трапку, и можете уже спокойно тут, типа, хилиться, и еще что-нибудь делать там всякое. То есть отхилились, еще что-то, и не обязательно даже прямо лететь. Все, то есть вот так вот тут отхилились, не знаю, даже может типочка как-то в воздухе там поймали, и все, и пошли дальше пахаться. Как будто бы имба. Давайте тогда точка РКТ-3, нет, РКТ-1. Ого, на спавне тут. Точка way от замок 060 РТП. И метку я что-то не вижу. Ладно, видимо, визуалка. Визуальный пак. Ну, ничего страшного. Так, летим, получается, вот сюда. Нет, вот сюда.
Да, вот сюда летим, все. Нашел я, куда нам лететь. Сейчас нам вот сюда немного еще. Да, все, вот так вот летим. В той стороне замок. В принципе, недалеко. Так, 800 блоков осталось, получается, да. Так, теперь прямо летим. Вот сюда. Угу. Нифига себе кратер. Это чтобы с бэшками закидывать. Опа, я слышу феера сзади, слышал. Слышал феера сзади. Надо NTTS порубить, все. Так. И замок у нас вот здесь уже. Вот тут у нас замок, вот он, готово. И так, есть кто-то? Обижаете, конечно, есть. Конечно, есть. Так, теперь мы хаваем зельку победилки, хаваем чарку, делаем РКТ, заходим. У нас, твою, что? Все нормально. Так, и теперь вот у нас типочек. И начинаем его прожимать. Под станом. Хорошо, прожимаем под станом его. И дропнули, найс. Хорошо. Офигеть, с него ресов выпало тут. Ё-моё. Фулл сет за 5. Нифига себе тут ресов. Зачем ему столько всего? Да, конечно, я в офиге. У него, кстати, тотемы были. Я даже не понял, что он их не юзанул. Так, еще какой-то тип. Давайте за ним. Он чего-то умирает. Неизвестно от чего. Ну и мы начинаем его... О, у него ботинки сломались. Убил. Найс. Так, все, короче, еще -1. Просто контролим замок, контролю замок. Так, еще тип, вон тип. Так, а ну за ним перочку туда. Вот такую аккуратную. И нападаем. Хорошо, 14 хп. Не успею убить, он перку выкинул. За ним. Он куда-то в дырку вливает, да? Да, он в дыре. Тут 3 типа. Офигеть, тут типов в этой дырке. Так вот, где прятаться надо было. Так, вот. Получается, вот я увижу, он попытался спрятаться, но нет. Братан, я тебя настигну. Нет, я мажу. Вот, достал, все, да, он спрятаться хотел. Но нет, меня не спрячешься. Тотем. Тотем, хорошо. За ним перку. Трапка. И в трапке его жмем. Хорошая трапочка. И дропнули. Найс. Минус еще один тип. Хорошо. Так, еще типа вижу. Дропнул, найс. Но это какой-то у него ботинок не было. Хотя незерка. Странно это работает. Вроде незерка, а вроде без ботинок. Ладно. И теперь просто врубаем флай и вылетаем с этой ямы в КТ. Чтобы просто не терять ни секунды времени, мы просто взлетаем. Все. И полетели дальше. Так, парни, я снова на замке. И что у нас? Где у нас типы? Вон, вижу. Вижу топера. Еще одного топера вижу, найс. Это хорошо. За ним. Получается, за ним. Все, взлетаем на него. Налетаем и прожимаем. Уже 3 хп, он уже почти потерял тотем. Вот еще чуть бы. Он чарку схавал. Стан прожал. Чарка, стан, но он все равно ливает. В принципе, ожидаемо и читаемо, все очень легко. Вон как же на изи проносится, это просто. А я стан прожал, кстати, вовремя? Нет? Нет, не смогу его дожать или смогу? Не, он в воду. Все, отхилился одной стрелкой. В принципе, ожидаемо. Тут еще какая-то перка летит. А, это инвиска. Нам бэшка прилетела. Меня дропнули бэшкой. Тотем юзанулся один, а потом больше не юзался. Ай-яй-яй. Вот это фигово, конечно, фигово, очень фигово. А, кстати, давай сейчас возьмем еще нерушимые литры. И еще хочу парочку экспериментов провести, получается, на этом флае. То есть давайте, допустим, РТП. Мы вот, получается, взлетаем на этом флае. И чё, подождите, я забыл этот эксперимент. Найс. Это годно, конечно. И заново спускаемся. В чем была суть эксперимента?
Ай-яй-яй-яй. Только что такая идея в голову влетела, и так быстро она вылетела отсюда. Получается, что-то я хотел с флейм. Все. Во-первых, что будет, если над нами будет блок? Я думаю, вам всем это интересно, но чтобы вы не жертвовали своими аккаунтами и не проверяли, давайте это все проверю я. Так, вот, допустим, делаем, получается, имитируем вот. То есть здесь мы хотим взлететь, юзаем и... Ага, нас начинает бешено флагать, парни. Лучше посмотрите, есть ли над вами блок, потому что вы взлетаете и вас начинает фигачить прям в блок. Вот так вот, вот так. А вы не знали, Но за то, что вы смотрите, он ли вы теперь это знаете. Так, следующий эксперимент, который я бы хотел провести, это получается в воде. С воды можно взлетать? Вот мы, допустим, стоим в воде. Все, видите, в воде тоже нельзя. Так, еще теперь один эксперимент, в воде нельзя. И еще очень интересная штука, давайте просто включим флай и будем смотреть, на какую высоту мы сможем подняться. Мы сможем тогда до бесконечности лететь или нет? Вот давайте сейчас, допустим, я засеку минуту на таймере, и мы проверим, сможем ли мы подняться. Парни, у меня есть хорошая новость. Мы, получается, уже 450 блоков подлетели. Это очень много. И получается еще, что я хочу узнать, давайте сейчас возьмем трапка. Я хочу взять трапку. Вот прям вот тут ее поставить. На этой высоте нельзя ставить трапки. Угу. А на какой высоте максимально можно трапки ставить? Если так кликать буду, если разобьюсь просто. Лучше так не делать, мне кажется. Скорее всего, на обычный игровой, типа. Да, вот, поставил. И теперь с высоты можно? Да, можно. То есть вы можете поставить трапку, выбраться через нее перкой и лететь дальше, даже если тип как-то вас затригейтил. Это бешено, это имба. Так, работает только на земле. Кстати, версию 1.17.1 надо поставить обязательно. Так, что бы еще я хотел узнать? Можно ли бить? Вот, бить хотел. Интересно узнать, можно ли бить. Давайте сейчас в ауре поставим. Вот так вот, аура. Бить мирных мобов. Прожимаем, сразу включаем киллауру. В смысле, мирный. Мирных. Давно корова враждебным стала, ладно. Флай и аура, да. Все. Только даете удар, парни, и вас начинает бешено флагать, поэтому во время ПВП не используйте. То есть, ладно, мне там мой аккаунт не жалко, я чуть понимаю, что он сейчас уже будет забанен совсем скоро. Но лучше вот не юзайте, поняли? И, в принципе, даже на бегу нельзя юзать. То есть, вот когда вы ровно на месте стоите, вы можете взлетать. Так, это еще, в принципе, очень полезная информация для нас. Потому что вот мне интересно было, допустим, если я смогу бежать, и смогу ли я просто бежать и просто левитировать. Нет, нельзя. Так, по поводу блоков мы уже поняли. Так, что бы еще? Вот через люк, допустим, мы сможем через люк пройти? На флай или только... Нет, оно вообще ни через какие блоки не дает пройти. Так, тогда ясно. Получается, что больше, скорее всего, от этого флая взять нечего. Элитра флай. Так, элитра бустер, это что у нас? Буст. Рабочий, кстати, на этом. Не до конца. Не, рабочий, да. Нас ускоряет по бешеному. Сколько блоков? Пытается 50 блоков ускорить. Не. Вроде бы 1.6, получается, работает тогда. Да. Мы летим быстрее на элитре, 35 блоков, давайте без литра бустера. 32, да, быстрее. Да, быстрее. Теперь знаем, что еще литра в бустере есть. Я, кстати, не знал, что его можно юзать. Так, что еще? Элитра, сегодня все у нас связано с элитрой. Элитра хоппер, нет, все. Получается все. Флай, конечно, это вообще. Парни, надеюсь, не пофиксит, и надеюсь, все будет очень имба. Вот такие вот нерушимые литерки я для вас оставлю вот тут. Получается, Архсерыч сундук. Берем сундучок. И вот тут для вас прикапываю элитерки нерушимые. Не знаю, нужны они вам, не нужны. Корды первый соло. И на этом, в принципе, хочу вам напомнить, что вы можете купить Зенит по реферальной ссылочке в описании. Или же отсканировав QR-код на экране. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.